Привет, друзья! Рада, что заглянули на мой канал. Сегодня будем готовить очень нежные, ароматные и потрясающе вкусные апельсиновые пряники. И для их приготовления нам потребуются следующие ингредиенты. 195 грамм муки, 40 грамм сахарной пудры, 100 грамм сливочного масла, 75 грамм сливок жирностью от 33%, 1 желток, 2 чайные ложки разрыхлителя и цедра одного апельсина. Желток, масло и сливки должны быть холодными. В комбайне смешиваем муку, сахарную пудру, разрыхлитель, сливочное масло и щепотку соли. В импульсном режиме измельчаем до мелкой крошки. Теперь к сливкам добавляем желток, цедру апельсина, хорошо перемешиваем и понемногу вливаем жидкие ингредиенты к сухим. Мешаем до получения однородной массы. Теперь быстро формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холод на 2-3 часа. При желании можно убрать на ночь. Посыпаем рабочую поверхность небольшим количеством муки. Начинаем формировать пласт толщиной примерно 1,5 см. Мое тесто находилось в холодильнике пару часов и поэтому не сильно затвердело. А если вы держали целую ночь, то дайте немного постоять при комнатной температуре, прежде чем раскатывать. Разрезаем пласт на прямоугольники, а затем каждый прямоугольник по диагонали. Полученные заготовки выкладываем на небольшом расстоянии друг от друга и выпекаем при 180 градусах 18 минут. Не передерживайте в духовке, дно зарумянится, а верх будет светлее. Убираем с листа для того, чтобы они не усыхали. Оставляем ненадолго прянички и займемся глазурью. Для ее приготовления нам потребуется 200 грамм сахарной пудры, 45 миллилитров апельсинового сока и цедра еще одного апельсина. Сок необходимо немного подогреть. Делаем небольшую лунку в середине сахарной пудры и понемногу начинаем вливать сок, одновременно помешивая. Добавляем апельсиновую цедру и еще раз хорошо перемешиваем.
Теперь начинаем глазировать. Если вы вдруг заметили, что глазурь стала гуще и ложится уже неравномерно на пряник, то немного подогрейте ее в микроволновой печи, и с ней будет легче работать. Даем глазури хорошо застыть. Прянички получаются нежными и рассыпчатыми, буквально тают во рту. За счет глазури они долго не черствеют и остаются свежими. Храним при комнатной температуре в открытом контейнере. Ну вот и все. Рада была провести с вами время. Приятного аппетита!